Крупнейший коллекционный бот Nakama Card выпустил огромную коллекцию из 450 нереально красивых карточек по вселенной моей геройской академии. Множество красочных проработанных карточек уже ждут своих владельцев. Кстати, по словам разрабов, героика на данный момент самая серьезная и проработанная вселенная, а тут их, поверьте, предостаточно. Это и One Piece, Джоджо, Наруто, Магическая битва, Восхождение в тени и множество других вселенных, которыми ты точно заинтересуешься. Обещали даже, что в скором времени добавят черный клевер. Так что залетай, собирай карточки, сражайся с другими игроками и врывайся в топ лучше. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Противостояние Мидории сверхневероятно массивной брони Шигараки, превращение Деку в еще более жуткое обличие, а также проявление истинной сущности Томуры. Глава чрезвычайно эмоциональная, даже дед заплакал, когда писал этот сценарий к сегодняшнему видосу. Но также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу, Манху Майхуа, вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 416 глава манги моей геройской академии. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выпуск глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выпуск 416 главы. Повествование начинается с того самого момента, как Шигараки создал огромное количество пальцев для того, чтобы защититься от Мидории. И в 416 главе злодей полностью покрыл себя коконом из палечной брони. Ведь Деку уже решительно наступает, потому что после предыдущего удара разрушающей передачи противнику шестого фактора ОЗВ, КГ открылись воспоминания Томуры, когда ВЗО взял его под свое крыло. И именно поэтому, из-за того, что это работает и внутренний барьер врага разрушается, тем самым повышая шансы свержения несокрушимого тела Шигараки, Мидория и не собирается останавливаться. Вплотную приблизившись к противнику, Деку просто с выражением дьявольской улыбки готовил себе почву для несения следующего удара с передачей еще одного фактора причуды одного за всех. И для начала ему следует избавиться от брони Томуры, которая, несмотря на то, что исходит от его тела, но все-таки не является частью него. Ведь совершить удар, пронзающий душу, можно только по основному телу противника. Однако Шигараки, находясь в непроглядном коконе, все еще видит своего оппонента, и воссоздав новые пальцы, он атакует ими Мидорию. Но главный герой уклоняется от этой атаки, и черт возьми, какой же Деку тут сейчас мрачный. На мгновение мне даже показалось, что это не наш добродушный герой, которого мы видели в начале его роста, а Киришима. Но нет, это был тот самый Изуку, старающийся сейчас изо всех сил одолеть страшнейшего злодея в истории. Увернувшись от атаки Шигараки и закрепившись черным хлыстом за многочисленные пальцы противника, Мидория закручивает себя и делает обратный мощный удар ногой прямо в центр палечной брони Томуры. Но этого эффекта было мало для того, чтобы добраться к основному телу, после чего, вновь сгруппировавшись, Деку буквально что принялся разрывать вражескую броню. Действовал он настолько интенсивно, что даже его поддерживающее покрытие черным хлыстом немного рассеяло. Однако это дало свои результаты, ведь Изуку удалось избавиться от части брони Шигараки, который сейчас в ужасе смотрел на главного героя, в страхе крича ему не приближаться. И его поза была такая же, как и у его отца перед гибелью от рук своего же сына. После чего Деку, не теряя ни секунды, наносит решительный удар по противнику, предположительно также с ударной передачей фактора. Просто на этом фрейме не было четко видно свечения остатка причуды ОЗВ. И внезапно после этого удара Мидория открывается еще одно воспоминание Томуры, видя перед собой тот самый дом семьи Шимуры. Меня аж трясет от волнения, как же далеко сейчас заходит главный герой, раз уж ему
ему открываются те самые сокровенные воспоминания Шигараки, вспоминая слова нынешнего антагониста, что именно в этом месте все и началось. Именно после трагедии в этом доме в Тенкашимуре и начала зарождаться личность Шигараки, взросшенная после все за одного. Не, ну ребятки, это было действительно невероятно. Я представляю, что нам приготовит Хори в следующей главе, раз уж он демонстрирует тот самый момент, с которого все и началось. 417 глава моей геройской академии обещает быть невероятно интересной. К тому же весь этот завораживающий бой смотрело множество людей, буквально внимание каждого сейчас было обращено на это сражение. Все они молча смотрели, вверяя свои судьбы одному юному герою, который противостоит сильнейшему злодею истории существования причуд. Я даже боюсь представить, как там сейчас себя чувствует мама Мидори, и удивительно, что Хорикоши не показал нам ее реакцию, ибо глава и так эмоциональная, что я аж еле сдерживаю себя. А если автор показал бы еще и Инка, то я бы вообще расплакался в слюне. Расширили также сценку с Эри, и она действительно хотела пойти на помощь Мидори. Вот только девчонка не учла того факта, что ей просто не удастся добраться сейчас к главному герою, так как все подземные транспортные пути были разрушены. Да и по словам Эктоплазма, Эри в данный момент, если и сможет добраться к нему, то будет просто мешаться, поскольку она накопила пока слишком мало сил в своем роге, ведь ей даже не удалось вернуть утраченный глаз и ногу Айзавы. А видя то, насколько сейчас было тяжело сражаться Деку, Эри становилась очень грустно из-за того, что она никак не может ему помочь, отчего она начала плакать. Ее пытался успокоить Кота, однако он тоже еле сдерживал себя, поскольку Изуку для него был единственным героем, в которого он готов был поверить. Пацан же, который тогда в Юэй попытался выгнать Деку из-за того, что за ним охотились злодеи, сейчас просто потерял дар речи, ибо тот, кого он хотел прогнать, в данный момент отчаянно сражается за их жизни. Показали также обстановку и на других фронтах, где понемногу проводятся спасательные операции. Маному увозят на носилках, а истощенные Яоюрозу и Каминари, как и все, наблюдали за сражением Мидори. Раненую Урараку эвакуировали на вертолете репортеров, Тоги, кстати, вообще не было видно. Другие же репортеры направлялись к Такаями и Ястребу, который все-таки выжил. А в разговоре Роклока и Леди Наган, бывшая злодейка и, как ни странно, она еще и бывший герой, было раскрыто, почему Каина Цуцуми поверила в главного героя. И случилось это потому, что Деку открыл ей глаза. Он не из тех героев, кто пойдет по легкому пути. Да и к тому же, по словам Наган, он тронул ее тем, что он не из тех, кто верит в абсолютное добро и зло. И именно поэтому, обладая всеми качествами истинного героя, множество людей сейчас всецело верят в него, даже те, кто ранее смеялся над его идеалами. Что же, будем тогда ожидать следующую главу от Хорикоши. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Take the charge. Look at my passion ball. Take the charge. I'm taking it. What the fuck? Look at my passion ball.